Какая тайна вашей семьи потрясла вас? Привет, ребят! Спасибо, что откликнулись на мою просьбу в прошлом ролике. Ну что, давайте и здесь с каждого по комменту длиннее 4 слов. Вы правда очень помогаете моему каналу, спасибо вам. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Моя мама вышла замуж за моего отчима в середине 80-х годов. Мои мама и папа были в разводе с моего рождения в начале 70-х годов. То есть, живя в основном с моей мамой, я видел, как она постоянно ходила на свидания. Я всегда знал, что с моим будущим отчимом что-то не так. Я никогда не мог точно определить, что это было, но он был не в себе, что ли. Но моей маме очень нравился этот парень, так что я просто принял это. С ними я прожил несколько лет своей подростковой жизни и поступил в колледж. И все же я чувствовал, что с ним определенно что-то не так. Потом, в 1997 году мама и отчим разводятся. Ближе к концу он становился очень нетерпеливым, и я думаю, что они часто ссорились. Но меня не было рядом, чтобы увидеть это, так как я давно переехал и имел собственную жизнь в другом штате. После развода про него почти никогда не вспоминали. Теперь перенесемся в 2007 год. У моей мамы, к сожалению, был рак, и ее жизнь подходила к концу. Я провел последние 2 недели с ней в ее доме, просто разговаривая и давая ей понять, как сильно я ее люблю и какой замечательной мамой она была. Для тех, кто никогда не видел, как любимый человек умирает от рака, это не очень приятно. Они, как правило, становятся немного чокнутыми, забывчивыми и, вообще говоря, уже не являются теми, кем они были до болезни. Поэтому, сидя на диване рядом с ней в один из таких дней, она восклицает: «Ну, теперь я, наверное, могу рассказать тебе о твоем отчиме». Мои глаза оживились, я знал это, я знал, что с ним что-то было не так. Может быть, у него был ребенок, о котором я не знал, или еще что-то? Она продолжила: «Твой отчим был гей-порнозвездой в 70-е годы. Этого я никак не ожидал». Не моя семья, но я был свидетелем этой истории. Подруге исполняется 15 лет, и ей говорят, что она приемная дочь. Оказывается, оба ее родителя погибли в автокатастрофе, когда она была совсем маленькой. А дядя удочерил ее и вырастил. Год спустя мужчина написал ей в Facebook, что он ее сводный брат. Оказывается, отец пережил автокатастрофу и позже снова женился. Ее приемные родители лгали ей, потому что знали об этом и не хотели терять ее. Это, так сказать, тот самый секрет. Однако история продолжается, так как ее биологический отец хотел встретиться с ней. Она летит к нему, остается с ним, знакомится с его женой и ее сводными братьями и сестрами. Борется с мыслью о воссоединении с ним, потому что она одновременно ненавидит и любит его. Ненавидит его за то, что он бросил ее и завел новую семью, но любит его за то, что он хочет изменить ее жизнь и воссоединиться. Она все равно делает решительный шаг и остается с биологическим отцом. Через 6 месяцев он умирает от рака легких. Жизнь сыграла с ней злую шутку. Мой любимый дядя изменил моей тете. Кончилось тем, что его любовница забеременела. Она родила ребенка, и мой дядя был вынужден рассказать об этом тете. Тетя развелась с моим дядей. Он стал алкоголиком, а я понятия об этом не имела. Я думала, что все время, когда мы катались на машине в детстве, он намеренно сходил с ума, потому что это было интересно для меня и моих двоюродных братьев. Но оказалось, что он просто был пьян. Я узнал об этом только недавно, когда мне было за 30. В этом возрасте вас почти ничто не шокирует, но это шокировало бы меня в подростковом возрасте, когда моя мать была очень религиозной, предостерегая нас от добрачного кекса. Когда мне было чуть за 20, она пыталась помешать нам с моей девушкой жить вместе, когда мы переехали в город, где никого не знали. Очевидно, мы жили вместе, но нам приходилось скрывать это от нее, когда она приезжала в гости. Когда у некоторых моих незамужних друзей неожиданно родился ребенок, и ребенок родился с физическими недостатками, она даже намекнула мне, что это наказание от Бога за то, что она родила ребенка вне брака. Так что ты думаешь? Несколько месяцев назад моя тетя мимоходом упомянула, что причина, по которой мои родители поженились, зная друг друга всего 4 месяца, заключалась в том, что моя мать была беременна. В итоге у нее случился выкидыш, вот почему мы никогда не догадывались об этом раньше. Возможно, вам придется нарисовать диаграмму, чтобы понять это. Мой папа родился, когда моей бабушке было 18 лет, а моему дедушке 14. Он никогда не был похож на своего папу и всегда думал, что у его мамы был роман. Для контекста, вся семья моего отца ливанцы, но он очень светлокожий, что отчасти объясняло, почему он предположил, что это была измена. Но когда папин отец, мой прадед, лежал на смертном одре из-за рака, родственник признался моему отцу, что его дедушка на самом деле был его отцом. Мой отец попросил мачеху вынуть волосы из головы его настоящего отца и отправить их на анализ ДНК, который подтвердил это. Да, немного болезненно, если вы спросите меня. Итак, моя бабушка завела роман с женатым мужчиной, когда ей было 18 лет. Родила от него одного, возможно, 2 детей. Затем вышла замуж за его сына и родила еще
еще 4 детей. Так что братья и сестры моего отца — это не только братья и сестры, но и его племянницы-племянники. А человек, который его вырастил, на самом деле его брат. Я больше не разговариваю с этой частью семьи. Мой прадедушка умер на моей тете, насилуя ее, когда ей было 13 лет. Правка, это была моя двоюродная бабушка, так что ее отец умер, насилуя ее от сердечного приступа. Моя бабушка притворялась, что у нее не было сестры в течение 50 лет, но недавно во всем призналась. Мой прадед был членом какого-то мафиозного клана, и он был женат 7 раз. Мой отец был головорезом и едва закончил школу и не учился в колледже. Сейчас он начальник пожарной охраны одного из лучших пожарных подразделений страны. Какого черта, папа? Мой прадедушка убил одного из своих собственных детей. Семья представляла собой кучку бедных деревенщин, которым было трудно прокормить своих детей. Моя прабабушка была беременна и только после родов узнала, что беременна двойней. Решение прадедушки состояло в том, чтобы разбить голову одного из младенцев об умывальник. Мой прадедушка написал письмо моей маме на смертном одре. И это была одна из вещей, о которых он написал в письме. Когда мама рассказала мне это, у меня кровь в жилах застыла. Это зло совершенно потрясло меня. Моя семья, по-видимому, была миллионерами в конце 800-х годов. Но из-за того, что это богатство делилось каждое поколение, и моя семья жила в бегах в течение многих поколений, все эти деньги исчезли к тому времени, когда родился я. Единственное, что осталось, это кусок собственности в Мексике, который совершенно ничего не стоит, если не считать небольшого количества денег от него, потому что через него проходит шоссе. Это полностью потрясло меня, потому что сколько я помню себя, моя семья была довольно бедной. В довершение всего полная деревенщина, и у многих членов семьи проблемы с зависимостью. Мой прадед был тихим, добрым человеком и управляющим своего отделения Elks Lodge в Техасе. На него напали, когда он возвращался домой с собрания. Он страдал амнезией и пришел в сознание уже моряком по пути на Гаити. После приземления он несколько месяцев жил за городом, а потом ввязался в драку в баре с полицейским и получил нокаут. Он пришел в себя в тюрьме с вновь обретенной памятью о том, кем он был. Он рассказал эту историю священнику из тюрьмы, который поверил ему и захотел помочь. Священник написал моей прабабушке и американскому правительству и каким-то образом убедил гаитянское правительство позволить ему вернуться в Америку. Он вернулся к моей прабабушке, у него было 2 детей, и он был законопослушным гражданином до конца своей жизни. Эта история настолько невероятна, что когда моя мать рассказала ее мне 6 месяцев назад, я был убежден, что это мистификация. У нее есть документы, письма от священника и других, и свидетельства от его друзей, которые все это доказывают. Это просто сводит меня с ума. Наша семья ультракатолическая, религиозная, и у нее много тайн. Когда мне было 11 лет, я узнал, что один из моих дядей, его жена, моя тетя, и их дочь, моя двоюродная сестра, тогда ей было 10 лет, умерли за год до моего рождения из-за пьяного водителя. Их выжившие дети, мои 2 двоюродных брата, были усыновлены другими тетей и дядей и воспитывались как их собственные биологические дети. Когда мне было 14 лет, я нашел старый свадебный альбом в доме моей бабушки о первой свадьбе моей матери. Она вышла замуж в 1959 году, когда ей было 19 лет, за мужчину из богатой семьи. Я понятия не имел, что мой отец был ее вторым мужем. Когда мне было 17 лет, моя мать рассказала, что мои старшие брат и сестра были усыновлены. И не просто усыновлены, а во время ее первого брака. Я понятия не имел, что они не были моими биологическими братьями и сестрами. И они сами про это никогда не говорили. Когда мне было 19 лет, я узнал, что мой отец приставал к моей старшей сестре. Моя сестра рассказала маме, когда это случилось. И мама решила назвать ее лгуньей и отдать в приемную семью. Когда она была в приемной семье, мне было около 7 лет. Моя мать сказала мне тогда, что ее отдали в приемную семью, потому что она была плохой девчонкой. Моя мать предпочла моего отца своей дочери и подвергла меня и остальных моих братьев и сестер возможному насилию, оставив его с нами. Там еще куча дерьма, но это все, что мне сейчас хочется написать. Не в моей семье. В семье моей жены ее двоюродный дедушка был убит своей женой и наемным работником. Предполагалось, что он был отравлен, так как его нашли мертвым в поле, они были фермерами. Его жена вышла замуж за рыжего наемного работника и через 8 месяцев после смерти родила рыжего сына. Все в семье и по соседству знали об этом. Это было примерно в 1035 году в сельской Альберте. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывай писать любой коммент длиннее 4 слов, ставить лайк и подписываться на канал. А также предлагаю посмотреть вот эти 2 ролика. Спасибо за поддержку и до скорых встреч.